Вуаля, ты в Валенсии? Такая она испанская романтика. Мне кажется, я прям сразу ощутила настроение Испании. Когда ты выходишь из аэропорта, немножечко так подогревает тебя. Люди такие бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла на своем языке вот это. Gracias, что-то ола, си. Шакира сразу в такси. Ну блин, класс, кай же. Стоит все-таки ехать в Испанию за этим настроением. Приехали в гости к друзьям. Они нам устраивают трапезы испанские. Называется кафе. Да. Итальянский. Пахнет очень вкусно. Поездка на кома. Тут вкусно есть? Это, кстати, да, фирменный салат ваш. Да. Фирменный. Сколько раз я пыталась его повторить дома, но он так никогда не пахнет. Вуаля, ты в Валенсии? Герман собирает мелочь. Классно. Обожаю эту песню. Обожаю испанскую музыку. Обожаю латиноамериканскую музыку. И люблю уличных музыкантов. Счастливая испанская жизнь. Толпа народу. Мы сейчас в центре Валенсии гуляем. Здесь очень красиво. Первым делом по приезду в Валенсию, я думаю, нужно обязательно ехать сюда. Такая она испанская романтика. Я пришла в мое любимое место, где продаются эмпанадосы. Хочу попробовать карне пиканте. Здесь огромный выбор: капреза, хамон и сыр, чиз, бекон. Поль, ты впервые пробуешь? Да? У меня уже горячий. Руки обпекают просто. Мой первый эмпанадос за несколько лет. Мне даже жалко тебе его дать попробовать. Это очень вкусно. Мне нравится, что тесто слоеное такое. Я люблю просто слоеное тесто. Я переживаю, когда мимо люди проезжают, что сумку хватанут. Ну, конечно. В криминальной стране. Мы зашли с ребятами в сувенирный магазин, и мне хотелось найти тарелочку, в которой можно натирать помидор, чесночок и делать такую намазку на бутерброд. В Испании это очень популярно. И такая тарелка, мне кажется, пригодится в хозяйстве. Из Испании везти в качестве подарка каким-то бабушкам, может, или подружке, которая любит готовить, которая любит всякую кухонную посуду. Я бы себе взяла и уже заприметила. Сейчас посмотрим, сколько стоит такая. 6,50 евро. Что сыр, И сыр можно. А, вот же и шоколад, шоколад, и чеснок, имбирь. имбирь. А помидора Прикольно. нет, а вообще помидор. Прикольно. Да, я думаю, Ир, такую нам взять. Как испанцы делают закуски? Они берут чипсы и туда наваливают всего подряд: хамона, орешки, оливки, помидорки. Мне очень хотелось попробовать. Ребята, когда нас сюда вели, они переживали, что нам не понравится заведение за счет того, что оно не супер какое-то элитное, обычное кафе. Для местных. Да, для местных. Но мне кажется, именно таким и нужно делиться. Когда путешествуешь, в каких-то находишься городах новых, нужно заходить в такие места и пробовать какую-то обычную еду, которую едят местные. Классное место. Очень прикольная камера и классный чехольчик. Canon как? Canon G7, в общем. Будут у нас классные фотки. Польку уже отфоткали, вон какие-то. Обочки, вау, вау, офигенно. Хочешь, ты сюда сядешь сейчас? Хочу. Сейчас у меня тоже будут такие фоточки.
У нас второй день в Валенсии. Мы вышли на побережье, хотим искупаться в море. Уже побывали в бассейне с утра, но хочется еще по-настоящему прочувствовать морской аромат и попробовать зайти в Средиземное море. Пока что берем смузи. Здесь бичбол, какое-то заведение, кафе. Продаются смузи, ребята говорят, там вкусные. Я себе взяла мора платана. Мора это, кстати, ежевика. Может, давай мора и ананас? Я буду мора платана. Платана? Я услышала у других людей, которые брали коктейль, они брали именно это. Герман мне цветочек подарил. Мы идем в знаменитейшее место, называется Аква де Валенсия. Называется кафе де лас Хорас. Ладно, но пить мы будем Аква де Валенсия. В этом месте очень вкусные напитки алкогольные из апельсинового сока, с водкой, в общем, там очень много намешано, но очень вкусно. Здесь буквально каждое место фотогеничное, зеркала повсюду. Не жесткие, не жесткие, мне понравится. И это то место, где он да, подавляется вкусный. Лера говорит, что тут обязательно нужно попробовать Аква де Валенсию, потому что тут он вкусный. Ну и прекрасное завершение дня. После пляжа, после моря, бассейна. С таким красивым видом будем попивать водичку валенсианскую. По ложечке положили нам, блин, на 5. Сегодня 3-й день. Новый день нашего путешествия в Валенсии. И мы оказались в городе наук и искусств. Мы сегодня гуляем по парку Турия, показываем его моей сестре Поле. Она все-таки здесь впервые. Вы здесь уже были, гуляли, ездили на великах. Очень классный парк. И я всегда люблю рассказывать о том, что он построен на месте, где раньше протекала река. Та же самая Турия. В самом городе эту реку просто взяли и передвинули в другое место, а на этом месте построили парк. Классная идея, но из-за этого часто Валенсию по окраинам затапливает. Хотя испанцы с этой же проблемой и боролись, именно поэтому они перенесли русло реки в другую сторону, потому что затапливало центр. Вот такая вот история. Мне эта штука, это здание напоминает голову кита, а там за ним как будто бы хребет кита. Это у меня одной такие ассоциации? Или так на самом деле так? По правую сторону у нас океанариум, но у нас с океанариумом отношения отдельные. Мы туда ходим только если прям вообще некуда сходить. Зоопарки, океанариумы не очень сильно люблю. Вот биопарки мне нравятся. У нас в Гданьске есть биопарки, я так понимаю, где можно наблюдать за тюленями, которые попали в какую-то беду. Их там подлечивают и выпускают обратно на волю. Анжела разгадала всю архитектуру. Фантазия имеется. Тебе идет Испания. Оно ядовитое. Оно ядовитое, моя дорогая. Да если бы я хотел, чтобы ты отравилась, я бы тебя подпускал. Подмечайте, не волнуйся. Когда еще была Римская империя и был захват города, ну, типа наступление, и тот, кто был главным в то время
здесь, в центре Правильно. Валенсии, он решил как-то обезопасить свой город. И он перед Валенсией засадил очень много таких кустов, зная, что они ядовитые. И когда воины прибыли, они не знали, что вот эти вот цветочки ядовитые, они их нарывали, и, Они их приманивали делали запахом. чай с него, там Чай? пили. Да, и они, короче, поумирали от того, что они не знали, что они ядовитые. И так как бы он спас Валенсию, тот, кто это придумал, Интересная благодаря история. этим кустам. Да. Ну, у меня самой кустик привлек, очень вкусно пахнет. Может, сделаем чай? Походу, может, тут тоже. А позади меня сейчас очень интересная достопримечательность, здание, которое построено особым образом, что если ты будешь стоять в одном углу, а твой друг будет стоять совершенно в другом углу, вы будете слышать друг друга даже, если будете говорить шепотом. Сейчас мы это проверим. Вот, тут стоят ребята, молодой человек с этой стороны, и люди стоят с другой стороны, и они пытаются разговаривать. Мы сейчас пойдем в другую сторону, ребята станут тут. Здесь хорошо слышно. Ты не слышишь? Нет. Встань сюда Да, сзади меня. как такое Вот, они может как быть? будто тут за стеной стоят. Ну да, я сам удивлен очень сильно. Реально, как там сейчас написано было? Это что, звуковая арка? Я такого не видела, вижу в первый раз, хотя знаю, что во многих странах тоже есть такие приколы. Я всегда говорю, слышно что-то. Испанская технология. Да, прикольно. Короче, да, там написано, что такая как бы структура этого здания и позволяет вот эта арка не распространяться звуку во все стороны. И поэтому это становится возможным, что звук так четко доходит. Там еще про центр было написано, вроде как ты с одной стороны стоишь и тоже становишься по центру, и тоже должно быть слышно, но вы сказали, что не слышно. Тот самый момент, когда ты идешь по Испании и видишь тот самый красивый вид. Из Испании действительно есть что привезти. Выбор очень большой. Всякие консервы, оливки, масло, паштеты. В общем, все на свете. И все это есть в El Corte Inglés. Еще обожаю соль испанскую. Тут она есть вот с трюфелем. И есть обычная натуральная. Она именно хлопьями. Посыпка на помидоры. Это очень вкусно и очень красиво. А если спросите, что бы я из Испании привезла, точно какую-нибудь намазку на хлеб сладенькую. Тут в основном мармелад, а мне хочется именно варенье. Здесь даже какой-то есть целый мед, липкий. Здесь пока не нахожу ничего подобного, в основном все мармелад. Немножко шокового контента. 30 грамм, 130 евро. Не буду говорить о 100 граммах, сами все видите. Это в El Corte Inglés. Тут также продается и хамон. Вот такая вот упаковка 18,90 стоит. Мидии, походу острые. Это вот такие сардины. Но выглядит очень классно. Вижу, как Полина прям аж приободрилась. Ей все хочется. Да. Есть такое. В итоге вот такие покупки. Испанские конфеты и консерва краба. Подают Мгм. в кафе и должны быть топ. Просто оливки без добавки. Ну, без добавки, без анчоуса, но название должно быть Чупадедос. Чупадедос. Да, пробуем. О, Господи, каменюку нашла. Взять? Смотри какой. Нет, тут на стейки видела. Я не знаю, мне кажется, это прикольный подарок. Нет. Так человек просто не будет стейки вот так вот жарить. Не каждый жарит дома стейки. Ну, сфоткай себе на память. Приедешь в следующий раз, купим для себя. Окей, thank you. Окей, вот осторожно, там скользко. Сейчас сфоткаю. Вот такую сольку можно взять. И тут есть совсем разные, видишь? Вот как раз с какими-то добавками. Черная какая-то соль. Еще с добавочками. Девушка разговаривает купить вот это вот. Я думаю, это на подарок вообще зачет. Это типа так на стейк ложить. Вообще огромный кусище соли. Что думаешь? Что я вижу? Целые ноги, висящие вот так вот, как мешки с картошкой. 199 евро, 256 евро, 399 евро.
Минимальная цена здесь 199 евро за такую ножку. Вот, именно за такую. Конечно, цена отличается не просто так. Все это дело выдержки, дело вкуса. Поэтому, когда говорят, что можно купить целую ногу за 50 евро, не факт, что ее качество будет хорошим. Я еще взяла себе вот это песто. Записываем, скриншотим, потому что это самое вкусное песто, которое я пробовала. Бренд Барилла с добавкой сыра и базилик. Мне его посоветовала Лера. У ребят очень вкусно получается готовить какие-то салаты с ним, добавлять в макароны. Поэтому я беру себе. Не знаю, есть ли оно в Польше. На всякий случай взяла. Томатное варенье, кстати. Вы пробовали? Нет. В Испании есть томатное варенье. Надо пробовать. Оно, кстати, сладкое. Ты пробовала? Нет, но я видела, что пробовали, и оно сладкое. Давайте попробуем. Можно. Я возьму, и мы затестим. Просто на затест. Класс, берем. А, кстати, вот еще томатный есть. Это ты что, походу, да, дороже? Получше, может, это будет даже вкуснее. Точно похоже на испанцев. Люди с нами, прохожие, будут говорить на испанском языке. Герочка делает нам закуски на ужин. Тут осьминожек, чесночок пахнет. Это, кстати, тортилья испанская из картошки и лука. Прикольная. Тут, что это? Не помнишь? В чесноке тоже осьминог. И крокеты с мидиями, креветками. Да, он две взял. А Лера взяла вот такие чипсы овощные. Говорит, вкусные. Осьминожика сейчас поджарим. О, боже. Какая красота. Ух ты. Эта консерва Икра, была закрытая, кстати. очень красивая. Краба. И крабья один в икра. один, как в Шотландии. Мы ели краба в Шотландии, точно. И осьминожки в чесночном соусе. Фудблог из Испании продолжается. Завтрак, который сделал Саша. Офигеть, сколько он всего успел сделать. Я уже пробовала гаспачо. Это гаспачо продается в Консуме. Интересное на вкус. И мой самый любимый салат. Очень сильно понравился. Буду покупать масло трюфельное, которым ребята заправляют этот салат. И такой вид. Отдыхаем и пойдем на бассейн плавать, загорать. Пока я записываю видео, ребята стоят там и ждут. Так что все, до встречи. Четвертый день в Валенсии, и мы с ребятами пришли на стадион. Конечно, Испания – это страна футбола, но мы любители поесть. А здесь сегодня проходит самый крупный в Европе фестиваль бургеров. Есть красная команда и есть синяя команда. Такие жилеты, амуниция, шлемы. С 11 по 29 июня проходит этот фестиваль. Саш, ты видел? Ты смотрел «Очень странные дела»? Ну, я видел обложку, наверное, пару раз. Вот, бургер Векна. Да? Векна? Интересно, Это типа с чем? монстр? Тигровая бриош двойной ферментации, черный ангус, майонез на поджаренном масле, рваные ребрышки в стиле Канзас, сыр Монтерей и майонез бейкон Candy Crunch. Спасибо большое. Переводчик у меня есть. Даже не знаю, попробовать ли мне бургер Векна. Я смотрела «Очень странные дела». Я буду выбирать по вкусу, а не по названию. Тут еще был бургер Интерстеллар, тоже классный фильм. Буду просто выбирать, потому что мне нравится. Синяя булочка точно меня не привлекает. Привлекает меня либо черная, либо обычная. Здесь много столов. Людей тоже очень много. Места почти все заняты. Продают напитки. Бургеры в коробочках, соусы подают. Пончики, картошка фри. И все это прямо на стадионе. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Как вы думаете, какой все-таки выбрала я бургер? Не зря же я была фанатом «Очень странных дел». Был бы бургер извне, тоже было бы интересно попробовать.
В общем, я стою в очереди за бургером Векна. Похож на бургер из изнанки? Не, если честно, нет. Больше на пантеру какую-то похож. Нет, Зай, очень даже похож. Нам дали такой флаер с кассетой, которую нужно слушать, чтобы спасаться от Векны. Хорошо, говоришь, подготовились, детали? Не, очень хорошо подготовились, много деталей, ну, выглядит интересно. Представляете, сегодня уже не первый день даже проведения этого феста, и уже 10 часов вечера, на улице настолько светло и так много людей. Конечно, на ужин, наверное, все приходят поесть бургеров. Ну, это сверх необычно, есть бургеры на стадионе. Такой первый раз в жизни испытываю экспириенс. Это бургер Джордан, это бургер Векна. А это такой бургер принцессы. Мы нашли веселое место. Я сейчас буду кататься на мяче, как на быке. Давай, Анджела, держись! Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Уходим из этого места сытые, довольные. В подарок взяли себе эти стаканы. На шашлыки будем ходить. Стаканы, кстати, по 1 евро стоили. Фух. Теперь идем пробовать баскский чизкейк. Это настоящий испанский десерт, который стоит попробовать. Конечно, его родина не Валенсия, но все-таки Испания. Обычный день в Испании. Ребята говорят, это что такое? Посвящение дома, жильцов, новоселье, как это называется? Мы попали прямо в самую гущу событий, не ожидая этого совсем. Испания – спонтанная страна. Мы искали магазин с баскскими чизкейками, но он уже закрылся, потому что уже 12 ночи. И услышали музыку, решили пойти на звуки музыки. Буквально в 5 метрах от нас начал взрываться салют. Они поставили салют прямо в центре улицы. То есть вот здесь еще немного даже видно дым от салюта. Искры попадали в окна людям. В общем, весело живется в Испании. Представьте, насколько тут шумно, насколько здесь громко. Весело. Muy interesante y divertido. Моя любимая фраза на испанском. Очень интересно и весело. Que a mí me encanta, me enloquecí. Verme contigo fue amor a primera vista. Cuando bailabas así, por el cuellito, besito y lengüita. Sé que te encanta, te enloquecí. Sé que te encanta, te enloquecí. Y a veces sé que te encanta, te enloquecí. La plena. Фуд-влог продолжается. Сзади меня на фоне продаются баскские чизкейки. Посмотрим, какие здесь они на витрине. Баскский чизкейк родом из Испании, со страны басков. Есть целые круглые. Также еще тут есть шоколадные. Вот здесь вот кусочек Сан-Себастьяна. А мы гуляем по Валенсии, наслаждаемся последними деньками нашего отдыха, покупаем сувениры, пробуем то, что не успели попробовать. Сейчас вышли с кафе, где продают баскские чизкейки. Попробовали шоколадный, муссовый и обычный белый. Сегодня еще пойдем пробовать немного другой чизкейк, называется Рохос или Рохо. Там очень красивый магазин. Нам посоветовали его ребята. Будем пробовать.
Мы в сувенирном магазине, и мне нужно найти сувениры для родителей и для себя. Раньше вот в таких вот желудках животных сберегали воду или молоко. И однажды вот молоко забродило, и оно превратилось в такой типа как творог. И вот тут наподобие такой сумочки для воды. Мой адрес, да, типа номер дома, адрес дома, говорит, у меня будет выложено плиточками, говорит, это обязательно. Но это очень красиво, да. И он прям кайфует, я не знаю, мне кажется, он родился не так. Ему надо было родиться действительно испанцем. Кто-то везет вообще вот такие ноги в качестве сувенира. Ага, это даже не нога, это игрушка. Интересно. Настоящие испаночки. Я вижу, что они сидят на средиземноморской диете. Винцо в обед, белое, сухое. Приблизительно. Мне сегодня мама рассказывала. Помнишь, мы красились, мама говорит, а куда вы столько косметики наносите? Я говорю, мама, ничего тут не все так поплыло. ходят. Ты видела? Да. Ничего не плывет. Макияж хороший получился. Но у этих женщин, боже, им лет за 60. Они выглядят в самом Я расцвете думаю, сил. даже, наверное, 70. И вот какой контраст. Девушки молодые, в таких же ярких платьях, как и они. Девчонки, посмотрите, какой огромный выбор в Заре в Испании. Это, конечно, не удивительно. Inditex — это все-таки испанская марка. Мне так понравилась вот эта кофточка с баской. Кстати, это новая Зара, новый магазин, поэтому здесь чисто, опрятно, свежо. В какой еще Заре вы могли увидеть такую инсталляцию? Целых 2 этажа женского отдела. Мне еще очень нравится, что люди с собачками приходят. У Зары здесь есть отдел с пижамками и нижним бельем. Такое прям летнее-весеннее настроение. Какие-то подштанники подстреленные. Видимо, для дома, как велосипедки сейчас это очень модно, вот эти бриджи. Такие красивые шортики для дома. Цвета такие яркие, насыщенные. И вот что-то из Бриджертонов. Помните, как главная героиня, мать Бриджертонов, была в очень красивом таком корсете? Это мне, кстати, очень напоминает вот этот корсет. Вот в таком платье порхать по дому, пить вино. Прям такой девчачий рай. Зара уже начинает нас удивлять все больше и больше. Под маникюрчик. У Леры тут французский голубенький. Господи, это шляпка из ракушек. Я даже не знаю, как это должно выглядеть. Когда все наскучило, и пришло время удивлять. Мне кажется, в таком нужно ехать на Burning Man. Какой-то такой образ. Тут сумочка еще. Ладно, ребят, если вы еще не удивились, пришло время удивлять по полной. Это косметика бренда Zara. Я в шоке, насколько Zara сейчас пытается покрыть весь сегмент. Одежда, купальники, нижнее белье, пижамы, еще и косметика. Что тут у нас есть? Помады и уход для волос. Наше путешествие по знаковым местам продолжается. На фоне играет такая загадочная музыка. Сзади меня какой-то музей. Мы сейчас зайдем, посмотрим, что там внутри. Мы сейчас ищем заведение с настоящими национальными испанскими сладостями. Будем пить напиток орчата, макать в него сладости, пробовать чурросы. Ой, какой маленький! Ну вот и все. Побывали мы и в этом месте. Попробовали чуррос, попробовали оранчату, макнули туда фортоны. Обошлось нам все это в 18,65. Небольшой, кстати, у нас чек. Орчата — это напиток из земляного ореха. Там чувствуется ореховый привкус, будто бы разбавленный водой либо молоком. На самом деле молока там в составе нету. Мне напиток не сильно понравился за счет того, что он сладкий. Я бы сказала, он на любителя. Да, для нас это очень непривычно. Сами чурросы я не советую идти есть именно в это место, потому что если вы найдете чурросы в каком-то обычном вагончике, где-нибудь на улице, попробуйте там. Уличные чурросы зачастую намного вкуснее. Место интересное, очень распиаренное в ТикТоке, а по факту мы все вышли не очень довольны из него. Может показаться, мы так много едим,
Но просто я снимаю зачастую, когда мы заходим именно в заведение, где есть еда. И все-таки в путешествиях все, что мы не съели, 0 калорий. А мы уже в Аликанте. Это последний наш день в Испании. Хотим последний раз съесть по одному эмпанадосу и поехать в аэропорт. Только где тут эмпанадосы? Я сейчас лягу на пол и буду биться об пол, если здесь нету эмпанадосов. Meat with vegetables, tomato and tuna, pesto, that is a mix of. Еще такие бутерброды вкусные есть. Чем бы дитя не тешилось. В Испании так любят взять хамон, вот такие вот булочки, положить просто между ними хамон, намазать каким-то натертым помидором и так перекусывать в поездах. Мы пока ехали, все это так пахло, поэтому мне очень захотелось попробовать чего-то еще испанского напоследок перед выездом. В Аликанте такая сильная жара, в отличие от Валенсии. Такое ощущение, будто бы мы все тут жаримся в одной большой фарфоровой тарелке. Почему фарфоровой? Ну или керамической, да, не фарфоровой. Потому что здесь все из керамики, плитка это. Ты идешь, от нее отбивается свет, потому что она белая. И жарко, и снизу, и сверху, это всюду вообще жарко. Все, это наши последние эмпанадосы в Испании. Они немного не такие, кстати, они даже не горячие, вообще холодные. И выглядят как чебурек. В Аликанте, кстати, неплохой duty-free. Здесь большой выбор и вин, и разных бьюти-штук. И там дальше у нас будет какая-то еда. В основном, конечно, вина, конфеты, какие-то напитки. Хотела вам сказать, что была рада вам показать этот влог. Надеюсь, он вам понравился. Надеюсь, он был живым, искренним. Я старалась сделать именно таким его. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет больше таких видео. Я возвращаюсь домой и продолжаю снимать. Если вы думаете, что я не покажу вам, что я привезла из Испании, вы ошибаетесь. Наверняка каждый, кто едет в Испанию, пробует там разные деликатесы, и их там настолько много, что очень сложно выбрать тот самый и не ошибиться. Сейчас я покажу, что мне понравилось, что не очень, и что мы решили все-таки привезти с собой. Первое. Самое любимое масло с трюфелем, и оно с распылителем. Стоит около 3 евро, продается в Консуме. В аэропорту в duty free. В Аликанте и в Валенсии этого масла не видели. Соль с трюфелем. Мы взяли соль в виде хлопьев. Она очень вкусная, можно просто посыпать ее сверху на салат, и она просто подтаивает. Консервы. Это то, что я бы, наверное, не брала. Намного вкуснее вместо вот таких консерв просто попробовать чиперонесы во фритюре, а осьминога купить целого и сделать дома его, просто пожарить с чесноком. Свежее это мы сюда не привезем, решили привезти консервы. Пробовали этот краб, на вкус как крабовая палочка, но на зубах все еще как будто остается песок, поэтому эта баночка в единственном экземпляре, и ее взяла Полина. Тут у меня варенье, 2 пачки, мое самое любимое варенье на хлеб, к сырам, паштетам. Одно из моих любимых это томатное. И вот в El Corte Inglés было потрясающее томатное варенье. На вкус, как будто бы вы едите клубничное варенье, но со вкусом томата. Тут у меня 4 пачки хамона для друзей, и 2 пачки хамона взяла Полина тоже для друзей. Вкусняшки, потому что Полина сладкоежка. Увидела розовый ММДМ с печеньем внутри, сразу же взяла. Фисташка в шоколаде тоже вкусная. Крем для рук. Такой на подарок, я думаю, да, будет классно. Тут у меня ложка с валенсийскими достопримечательностями, чтобы всегда вспоминать об этом путешествии, потому что это была одна из самых лучших наших недель в этом году. 2 тарелочки, 1 Полины, 1 моя. Как раз к приходу наших друзей уже вырисовывается картина. Икра тунца, такая какая-то копченая, это вот Герман покупал. Это мясо тунца. Тут у нас мембрило, испанский мармелад. Герман раньше на Кубе пробовал мармелад из гуайавы. Ему он очень понравился, и он взял себе такое, как воспоминание из детства. Самые вкусные оливки именно эти, потому что у них нет никаких добавок. На вкус они будто бы вы едите зеленую оливку, она с косточкой. И советовали ее, кстати, многие ребята. Нашим друзьям посоветовали их друзья. Теперь я советую вам. Тарелочка для соусов Полина купила. Испанские конфеты. Кстати, брала их в duty free, хотя искала на самом деле вот эти. Это печенье, которое привозили нам ребята. Миндальное печенье, в руках его нужно помять немножко, размять, чтобы оно согрелось. То есть в руках его нужно согреть. Жаль, я его просто не нашла. Из сладкого еще Полина взяла вот эти конфеты в El Corte Inglés. Вот если нужно что-то привезти из Испании, особо надеяться на duty free не стоит. Все, что взято в duty free,
Вот, например, это масло, оно простое обычное масло. Вино, конечно, да, там огромный выбор, вино там выбрать можно. Но конфеты, консервы вообще в duty-free не было. Вот такого варенья вообще в duty-free не было. Поэтому это я все рекомендую покупать заранее. И тут у нас 4 палки колбасы. Это самая вкусная колбаса в Испании, которая нам нравится. Ни в одной стране нам так сильно не нравится колбаса, как именно эта. Продается она в консуме и стоит 6 евро. Ну и песто, который нам понравился еще у ребят в гостях. Они заправляли им все салаты, макароны. Был очень классный вкус, поэтому мы решили поискать его у себя в Польше. И оказывается, он продается в Бедренке. Это все, чем мы будем угощать наших друзей. Приобщаем наших друзей к испанской кухне.